Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами одним из моих самых любимых рецептов летнего освежающего десерта в стакане панна-котта с вишней. В летний период я готовлю этот десерт буквально каждую неделю, потому что мои родные съедают его очень быстро. Десерт невероятно вкусный, панна-котта получается просто идеальная, я уверена, что именно этот рецепт вам очень понравится. Для нашей панна-котты ингредиентов немного, и они вполне доступны. Это греческий йогурт, сахарная пудра, сливки, молоко, вишня, вода, сахар, ванильный сахар и желатин. Этот прохладный десерт готовится очень легко, и чтобы он был менее калорийным, я использую 10% сливки. По желанию можете использовать сливки пожирнее. Нагреваем сливки на среднем огне. Доводим их до кипения, но не кипятим слишком долго, буквально около минуты. Отправляем сюда сахарную пудру, можно 6, можно 8 столовых ложек. Перемешиваем очень тщательно, чтобы сахарная пудра растворилась в сливках. Это займет еще полминуты, и можно выключать огонь. После этого убираем сливки с плиты, чтобы они остыли. 10 грамм желатина, то есть один пакетик, заливаем 3 столовыми ложками воды комнатной температуры и даем желатину набухнуть. Отправляем разбухший желатин в слегка остывшие сливки и размешиваем все это с помощью венчика до полного растворения желатина. Делайте это аккуратно, легкими движениями. Желатин растворился в сливках, но я на всякий случай пропускаю их через сито, чтобы убедиться, что здесь не осталось ни одного комочка желатина. В принципе, все нормально. Вот такая приятная, красивая консистенция. Пока остывают сливки с желатином, смешиваем греческий йогурт, молоко и ванильный сахар. Я использую 10% греческий йогурт, очень полезный продукт. Если вы его не нашли на прилавках вашего магазина, ничего страшного, просто замените его на обычный классический йогурт без добавок или на ту же сметану. Только она должна быть очень мягкой на вкус, без ярко выраженной кислинки. Молоко желательно заранее прокипятить и дать ему остыть до комнатной температуры. Греческий йогурт тоже достаньте заранее из холодильника, то есть он не должен быть холодным, чтобы все ингредиенты хорошо смешивались. Вместо ванильного сахара можно использовать, например, пару капель ванильной эссенции. Все ингредиенты нужно смешивать очень аккуратно и нежно, чтобы здесь не появились пузыри. Тогда десерт будет очень нежный, очень гладкий и приятный на вкус. Вливаем в сливки с желатином смесь из молока, греческого йогурта и ванильного сахара. И опять все это аккуратно перемешаем с помощью венчика. Очень люблю этот десерт за простоту приготовления, потому что и греческого йогурта, и молока, и сливок нам понадобится ровно по 250 мл. И даже если у вас нет мерного стакана, можно легко отмерить нужное количество этих ингредиентов с помощью стакана или кружки на 250 мл. Теперь все проще простого. Разливаем массу для панна-котты по стаканчикам. Стаканчики наполнены не доверху, чуть выше половины, потому что сверху у нас будет очень вкусное фруктовое вишневое желе. Вместо небольших стаканов, в которых я обычно готовлю этот десерт, можно легко использовать креманки. Отправляем будущую панна-котту застывать в холодильник, а мы тем временем займемся приготовлением верхнего слоя этого десерта, то есть приготовим вишневый соус или сироп, который впоследствии превратится в очень вкусное вишневое желе. Берем 200 грамм вишни и перебиваем ее с помощью погружного блендера. Получается вот такое очень ароматное вишневое пюре. Пропускаю его через сито, чтобы избавиться от мякоти и получить натуральный вишневый сок. Чтобы сок не был слишком кислым и концентрированным, я разбавлю его водой. Это обычная вода комнатной температуры, только я ее заранее прокипятила и она остыла. Нагреваем вишневый сок на плите
И как только он слегка начнет закипать, отправляем сюда сахар по вкусу, можно 3, можно 4 столовые ложки. И даем ему немного покипеть. Сахар очень быстро растворился, я прогрела сок еще около 2 минут, в принципе достаточно. Я его также попробовала, он очень вкусный, можно выключать огонь. Ориентируйтесь на ваш вкус, но учтите, что после застывания желе будет казаться вам немного менее сладким, поэтому даже если вы чуточку переборщите с сахаром, добавите немного больше, все-таки будет лучше, чем если желе в итоге окажется кисловатым. И еще один момент, если вы не хотите возиться с вишней, просто используйте для желе обычный готовый вишневый сок. Для этого рецепта вам понадобится 400 мл. Нам понадобился один пакет желатина для нижнего слоя панакотты, то есть для белого слоя, и еще один пакет для верхнего вишневого слоя. Заливаем 10 грамм желатина, то есть один пакетик, 3 столовыми ложками вишневого сока, который мы только что приготовили, и даем желатину набухнуть. Отправляем набухший желатин к нашему вишневому сиропу и посмотрим, как обстоят дела с нашей панакоттой. Нижний белый слой уже должен был застыть. На нашем канале есть еще отличные рецепты панакотты. Это панакотта с арбузным соусом и с очень вкусным карамельным ликером. Я оставлю ссылочки на эти рецепты в описании под этим видео. Обязательно пройдите, посмотрите, поставьте оценочки, прокомментируйте. Рецепты очень удачные и проверенные. Нижний белый слой уже отлично застыл. Заливаем его вишневым сиропом. Очень аккуратно, сироп должен быть комнатной температуры. Когда мы добавили в него желатин, он был еще теплым, чтобы желатин растворился. После этого ждем, когда сироп остынет, и заливаем нижний слой панакотты. Почему я использую именно вишню? Потому что она придает этому десерту очень приятную, легкую, изящную кислинку. Сладковатый нижний белый слой панакотты прекрасно сочетается с фруктовым желе. Получается замечательный десерт, он не приторный, а наоборот очень легкий, воздушный и освежающий. На нашем канале есть отличный плейлист десерты, посмотрите по этой ссылке, пройдите по ссылкам, которые я оставлю для вас в описании, готовьте эту вкуснейшую панакотту, ставьте оценочки этому рецепту и обязательно напишите комментарии, расскажите о ваших впечатлениях под этим видео. Увидимся очень скоро с новыми рецептами, не забудьте подписаться на наш канал, всем добра и здоровья!